Иногда после ознакомления с новостями создается впечатление, что в постсоветских лимитрофах видят тоталитарную Россию даже во сне. А затем, проснувшись, начинают писать о своих кошмарах в бложике. Свежий пример того, как власть имущие в соседних с Россией странах мучаются по ночам, это зараженный бациллой свидомизма уроженец Курска Павел Климкин. Вот что пациент написал в Твиттере после того, как Совет Федерации принял решение одобрить закон о праздновании Дня принятия Крыма в состав Российской империи. Вчерашним выпадом касательно Крыма Россия демонстрирует слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход. Немного покопаться в истории, чтобы найти исправление сегодняшних преступлений. Российская Федерация ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир в международном праве. Даже если опустить безграмотность Климкина, неспособного сформулировать нормальное предложение и проверить написанное, исправив подсунутое автокоррекцией выправление на выправдание, то есть исправление на оправдание, все равно останутся патологические сумерки сознания главы МИД Украины. Цивилизованный мир, на который пускает слюни Климкин, вообще-то живет во многом по прецедентному англосаксонскому праву. То есть не просто ищет аргументы в прошлом, а по этим аргументам принимает решения в настоящем. Не будь украинский министр имбецилом, он бы наверняка понял, что написал глупости. Вообще скромно промолчал бы, надеясь сойти за дееспособного человека. Еще один яркий пример сумерек сознания, в который погружает людей сведомость, живет в Латвии. Этого политического деятеля, депутата Сейма, зовут Александр Кирштейнс. Причем, если фамилию он в ударе местного сведомизма латыжизировал, добавив «с» в конце, то имя оставил москальским. Стыдно. Александрс. Ведь каждому рижскому патриоту известно, что царя Древней Македонии на самом деле звали Александрс, но гадкая Россия украла у европейского монарха последнюю букву. Так вот, друзья, этот пациент написал в Твиттере следующее. Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы. И снова мы видим неспособность оценить написанное, точно такую же, как у Климкина. Будь Кирштейнс вменяем, он бы вспомнил историю Германии, благодаря которой латыши вообще получили письменность. И тогда бы он понял, что распад на малые страны ведет не к снижению числа конфликтов, а к резне в формате «каждый сам за себя». Нет, я знаю, что именно этого Кирштейнс и ему подобные желают России. Но нельзя же быть настолько тупым, чтобы даже не мочь отыскать под свои хотелки хоть какую-нибудь подходящую историческую аналогию. Наши сограждане, например, сразу нашли, что ответить Кирштейнсу, указав на сходство его заявления с программой Третьего Рейха. Это мы уже проходили. Потом по итогам будет скрывать свой череп в лесах Бразилии и считаться жертвой диктатуры. Поиздевался над Кирштейнсом ехидный журналист Армен Гаспарян. Грешно смеяться над больными людьми, конечно, но ведь недуг Климкина и умственное недомогание депутатов Сейма Латвии попросту опасны для окружающих. Причем не для нас с вами, а для сограждан, самих сведомых деятелей, которые наслушаются подобной чуши и начинают веровать в то, что можно дойти до Москвы. Можно болезненно, можно. Но выглядеть это будет примерно вот так. Мощь Красной Армии, разгромившая эти полки, дивизии и корпуса гитлеровской армии. Пройдут годы, но поколение наше с гордостью будет вспоминать о героических днях великих побед Красной Армии и мощи советского оружия.
отмыть, очистить землю от всей гитлеровской нечисти.